Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Это видео будет посвящено теме дисбаланса. Я вам постараюсь рассказать все, что есть интересного и полезного на данный момент, поэтому устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите в комментариях, пересылайте это видео друзьям и знакомым, а я начинаю. Тема дисбаланса возникает как бы в нашей жизни не часто, но это явление имеет как бы свои преимущества. То есть дисбаланс существует для того, чтобы преодолеть какую-то неприятную ситуацию, которая случилась в вашей жизни. Либо техника дисбаланса, она применяется для того, чтобы сконцентрироваться на какой-то задаче, по которой есть ограничения по дате, или есть какие-то необходимые условия для того, чтобы вот бросить все и начать заниматься. В простонародье это называется как бы аврал, но как бы часто бывает так, что мы прибегаем к этой методике, не понимая, что этого состояния можно как бы избегать, или этому состоянию есть какие-то альтернативы. Итак, для тех, кто смотрит это видео в первый раз, немного расскажу о колесе жизненного баланса. Колесо жизненного баланса представляет собой круг, на котором расположено 8 сфер. И для того, чтобы понять состояние в каждой из сфер, мы делаем диагностику колеса жизненного баланса. То есть мы можем делать диагностику для себя. Начинаем мы с отношения и семья, далее друзья и окружение, здоровье и спорт, личностный рост, деньги, карьера и бизнес, духовный рост и творчество, яркость жизни. Мы проставляем цифры от 0 до 10. Каждому из этих числовых показателей соответствует свое состояние. Если цифры находятся в состоянии 0,4, это нестабильное состояние. Если цифры находятся в диапазоне от 4 до 8, это стабильное состояние. Если цифры находятся в состоянии в промежутке от 8 до 10, это очень стабильное состояние, и оно самое лучшее, которое может быть, потому что оно говорит о переизбытке энергии. Если мы хотим проанализировать колесо жизненного баланса для очень близкого нам любимого человека, тогда мы идем по той же самой методике, но меняем немножко направление анализа. То есть мы начинаем с яркости жизни, далее духовный рост и творчество, далее карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья и окружение, отношения и семья. Такая методика позволяет нам больше времени и больше приоритет уделить тем сферам, которые мы менее затрагиваем при взаимодействии с любимым человеком. И таким образом эти сферы, яркость жизни, духовный рост, карьера и бизнес, и закончить деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья и окружение, складывается полная картина, и мы можем понимать любимого человека с той стороны, в которой он старается не раскрываться, но тем не менее эта сфера для него важна. Итак, дисбаланс. Дисбаланс в нашей жизни возникает, как правило, спонтанно. Очень мало людей, которые осознанно стремятся к дисбалансу. Но я сейчас расскажу о тех преимуществах, которые дает дисбаланс. Дисбаланс дает возможность сконцентрировать ваши усилия, ваше время, ваши ресурсы, ваши, скажем так, профессиональные связи для того, чтобы достигнуть какой-то очень конкретной цели. И, как правило, дисбаланс, он нужен для того, чтобы преодолеть какое-то неприятное состояние, которое вам уже очень надоело, либо цель, ради которой вы заходите в дисбаланс, для вас очень важна. Рассмотрим сферу денег. Если мы уходим в дисбаланс, сферу денег, остальные сферы для нас становятся уже не так важны, мы не уделяем так много времени и пытаемся, зайдя в дисбаланс, допустим, в сферу денег, достичь большего денежного дохода. Сколько раз дисбаланс может возникать в вашей жизни? Я считаю, что если дисбаланс в вашей жизни случается, допустим, 2 раза в год, это вполне варианты нормы. Вы через дисбаланс пытаетесь достигать своих целей, не используя инструментария колеса жизненного баланса. Если вы уже умеете пользоваться инструментарием колеса жизненного баланса, вы планируете в каждой сфере какие-то промежуточные цели, ставите сверхцель, привлекаете обязательно единомышленников и экспертов к анализу того, в какой ситуации вы находитесь, и можете пройти такой небольшой краш-тест, когда вы можете презентовать свою идею преодоления этого кризисного состояния, и
можете, грубо говоря, услышать от своих единомышленников, что они думают, какие есть слабые места и так далее. Это такой вот гармоничный подход. Когда вы идете методикой дисбаланса к достижению собственной цели, у вас очень мало времени для анализа инструментария, но в дисбалансе есть одно очень важное преимущество. Вы делаете неоднократные усилия для достижения того результата, который вам важен, и достигаете этой цели. Как правило, в 80% случаев дисбаланс нужен для того, чтобы преодолеть это критическое состояние, которое как бы возникло, которое вам не нравится. И только в 20% случаев, вот условно каждый пятый случай, это за дисбалансом стоит какая-то цель, которая для вас очень важна, которую вы хотите достичь, и другие инструментарии вам уже как бы не подошли. Поэтому дисбаланс можно использовать тогда, когда вы другие инструментарии попробовали, но они вам не подошли, или они привели не к тому результату, или чаще всего бывает так, что когда вы преследуете цель, вам приходится конкурировать с другими, потому что другие люди тоже конкурируют за достижение этой цели. Это вот в сфере карьеры и бизнес. Также бывает, когда две бизнес-единицы выполняют план продаж, и вам приходится конкурировать не только с вашими внешними конкурентами, возникает еще внутренняя конкуренция внутри компании. Хорошо, что если это не переходит в ганнибализм, если это приходит как бы в ганнибализм, вам нужно еще раз вернуться к своим духовным ценностям, жизненным ценностям, то есть, которые вы не хотите нарушать, потому что не всегда нужна победа любой ценой. Итак, дисбаланс. Как с ним бороться, как понять первые признаки, или наоборот, как вот выявить эти первые признаки, чтобы прийти в это состояние, чтобы вот через дисбаланс концентрироваться на цели. Если вы начинающий пользователь колеса жизненного баланса, то для вас вот методика дисбаланса, когда вот сконцентрируешься на одной цели, будет, наверное, один из самых простых инструментов достижения цели. Я вам рекомендую это как бы практиковать редко, а больше посмотреть наши видео и посмотреть, какие инструментарии как бы есть. Если вы поймете саму суть инструментария, вы поймете, что вам не обязательно обращаться к такой вот методике, как дисбаланс, а можно использовать несколько инструментов, либо разбить цель на несколько промежуточных, и пройдя вот эти цели как бы постепенно, вы поймете, что дисбаланс — это очень энергозатратная процедура, она из вас будет выжимать как бы все физические силы, все духовные силы, поэтому как только вы зашли в методику дисбаланса, я рекомендую вам сектор здоровья и спорт поправить, и также поправить сектор духовного роста и творчества. То есть это ваше внутреннее состояние энтузиазма, которое у вас присутствует или не присутствует. Итак, дисбаланс в одной или в нескольких сферах. Как правило, дисбаланс, если зашел в вашу жизнь, то есть он не только в одной сфере проявляется, он проявляется в других сферах, и чаще всего страдает сфера отношения и семья, потому что в результате дисбаланса вы меньше времени уделяете друг другу. Если для вас это ожидаемые этапы, и вы готовы преодолеть, это как бы хорошо. В дисбалансе в секторе отношений и семья есть один большой плюс. Вы не застреваете в состоянии 0,4, потому что дисбаланс требует как бы, действий в другой сфере. То есть вы на эмоциональной качели просто физически не имеете какого-то времени. Поэтому и дисбаланс на определенных ранних этапах взаимодействия, он как бы хорош. То есть вы не тонете в эмоциональных качелях и чего-то достигаете, это достижение идет на пользу вашим отношениям. Но если, допустим, вы начали развиваться в сфере денег, отношения, семья, должны преодолеть дисбаланс через то, что вы понимаете, ради каких целей вы идете на такой вот эмоциональную атмосферу, когда вы меньше общаетесь, меньше уделяете время друг другу, и самое главное здесь понимать, что если вы зашли как бы в дисбаланс, хотя бы 3-4 месяца в этом состоянии можно находиться, потом нужно делать какой-то небольшой перерыв. Это связано с яркостью жизни, потому что если считать, допустим, дисбаланс в моточасах, то есть сколько вы времени этому уделили, то есть 3-4 месяца в таком режиме можно как бы пожить, потом необходимо сделать небольшой перерыв. Иногда 1-3 дней вполне достаточно, чтобы вы поняли, что цель, которую вы преследуете, для вас актуальна, вы понимаете, что сейчас в вашей судьбе есть какой-то шанс, и продолжаете как бы в том же темпе.
Какая есть альтернатива дисбалансу? Ну, вполне нормальный, закономерный вопрос. Если так вот дисбаланс позволяет, будучи неподготовленным, достигать своих целей, а какая есть альтернатива? Альтернатива есть этому очень простая. Это в начале года нужно поставить те цели, которые вы хотите достичь или которые для вас важны в этом году, либо в ближайшем будущем. Потихонечку собирайте информацию, как эти цели можно достичь. Нужно понять, какие эксперты могут вам помочь. То есть это вот сфера личностного роста. Вы потратите 1-2 дня и поймете, что при небольшом анализе в вашу цель можно привлекать каких-то единомышленников, каких-то партнеров, друзей, которые могут вам помочь достичь этой цели, либо они будут вот такой вот вашей группой поддержки. Вот если вы заметили, что футбол достаточно зрелищное явление, но когда оно приходит при заполненном стадионе, это совершенно другой эффект, чем, допустим, команда играет на пустом стадионе. Поэтому моя рекомендация вам, пожалуйста, планируйте свои цели, привлекайте в группу поддержки своих друзей и знакомых, пускай они вас в этот момент хвалят, не дают вам унывать, дают вам необходимую эмоциональную поддержку. Вам так будет легче. Потом, когда вы уже станете такими продвинутыми пользователями колеса жизненного баланса, у вас необходимость, потребность в группе поддержки будет уменьшаться, вы будете уже легко достигать этого, используя свои собственные ресурсы и привлекая только необходимые для вас ресурсы единомышленников. Я вас поздравляю, вы становитесь профессионалами. А когда вы дойдете состояние 8-10, когда вы будете делать какие-то достаточно сложные вещи, и вас будет переполнять энергетика, этой энергетикой будет окружающие заряжаться, то есть это очень важно научиться достичь такого состояния, что препятствия, неприятности, они будут вызывать у вас только чувство мобилизации. Итак, подведем краткие итоги. Состояние дисбаланса возможно. Оно иногда даже жизненно необходимо, если вы неожиданно сталкиваетесь с той ситуацией, неприятной для вас, и для вас нужно эту ситуацию преодолеть в ближайшие полугода. Если вы в состоянии дисбаланса находитесь больше полугода, необходимо взять 1-2 дня для того, чтобы проанализировать эту ситуацию, для того, чтобы или снова зайти в состояние дисбаланса, на 1-3 месяца с небольшим отдыхом, и, так сказать, настойчиво добиваться своей цели. Если вы в результате анализа выберете другой альтернативный путь, не дисбаланс, а равномерное развитие всех сфер, и вы через постановку задач поймете, что ваша цель среди 8 секторов жизни, она становится не столько актуальной, она проранжируется каким-то образом. Вы поймете, что для вас есть более ценные вещи, допустим, душевный покой, умение не истощаться, нет необходимости доказывать свою профессиональную экспертизу, какую-то еще экспертизу. И это ранжирование, которое вы будете делать раз в 3 месяца, оно дает понизить градус эмоциональности, который присущ состоянию дисбаланса. Это поможет вам, допустим, чередовать состояние дисбаланса и использование инструментария колеса жизненного баланса для достижения цели. Потому что если цель понятна, то мы можем применять различные инструментарии. Для кого-то состояние дисбаланса будет служить таким разогревом, когда вы окунулись в ситуацию и начинаете по ходу разбираться, что же там творится, какие там есть взаимосвязи, чем это грозит и как это можно преодолеть, то такой осознанный вход в ситуацию не через состояние дисбаланса говорит о том, что в нужное время мы напрягаемся, концентрируемся, стараемся решить задачи, когда идет попутный ветер, а когда нет попутного ветра и усилия сверхзатратно, мы применяем более щадящий путь. Итак, дорогие друзья, если это видео было для вас полезным, ставьте колокольчики, пишите комментариями, расскажите о своей жизненной ситуации, в которых вы применяли методику дисбаланса. Расскажите о своей практике колеса жизненного баланса. Всем желаю хорошего дня. У вас все получится.